С вами Вивьена, и мы будем смотреть, почему ты вдруг отвернулся, и почему ты смотришь свысока. Я ведь прекрасна и наружно, и в душе красиво всегда. Давайте посмотрим, что у этого человека и почему вы чувствуете, или на самом деле видите, что он от вас отворачивается. Что такое? Давайте на него посмотрим, что у него сейчас. Сейчас он в ступоре. В ступоре, в обмане, может быть, и женщина. Он сейчас в ступоре и в обмане. Знаете, если человек не свободный, или у него какие-то заключены контракты, то контракты лживые, и он просто в ступоре, или он заключил сейчас какой-то контракт очень-очень лживый. Лжет сам себе и со своей совестью. Кому надо лично, пожалуйста, мои контакты в описании и в закрепленном комментарии, пожалуйста. Пишите в Viber, WhatsApp, Telegram. Так, давайте смотреть, что у него еще. Да, человек хотел как лучше, получилось как всегда. Здесь есть кто-то, кто вообще мешает ему. На душе у него все раздирает. Знаете, человек попал в какой-то ступор, вот просто, и он не знает, направо, налево, куда бы ты ни пошел, везде ждет яма. Сейчас у него такое состояние. Надеялся на что-то, на любовь, на какую-то, на что-то у него вообще сейчас просто кошмар. Что-то какое-то у него, он получил какое-то сообщение, это может быть и письменное, в интернете, где угодно, и документ. И после этого сообщения человек просто в ауте. Он понимает, что все. Он ничего не может. Ну, а теперь будем смотреть, почему он от вас как-то отворачивается, отвернулся, сидит как в пустоте в какой-то. Так. Почему? Потому что у него война какая-то внутри себя или внутри с кем-то. Потому что, да, вот она, понимаете, битва, бойня, брошена перчатка, дуэль, перчатка. То есть, да, у него вообще все прям как-то. И ему или пан, или пропал. И ему сейчас вот как бы не до вас, потому что он не знает, а чего он вам может дать, если он сам себе не может ничего дать? Почему он сам себе ничего не может дать? А потому что он поставил не на ту пешку. Потому что вот эта карта вот здесь вот означает духи. Это фальшивый запах. Это запах фальшивый. Когда хочется скрыть гниль, тогда придворные короля Луи обливались духами. А воняло от них, мама, не горюй, со всех дырок. И вот здесь тоже он понял фальшивость. Почему? Знаете, ему так хотелось бы как-то и поговорить с вами, и в дом родной. Вот как будто, знаете, его закрыли в какой-то крепости и не выпускают. А он хочет взлететь, а крылья обрезали. Спасибо вам за донаты. Спасибо вам, те, кто в группе. Мы там общаемся, и рассказывайте в группе. Просто так я там ничего не выкладываю, я там все время говорю вам, чтобы мы общались. И знаете, он надеется на то, что ему помогут или высшие силы, или его предки. Больше идет, что ему помогут предки, семья, предки. И поэтому он отвернулся, он не знает, у кого просить помощи. Он хочет просить помощи и молчит. Да, и молчит, и он понимает, что для того, чтобы помочь, и он отвернулся, потому что ему нужны какие-то материальные средства. Много. И он понимает, что нужно много средств, а у него их нету столько. Тут какая-то трагедия. Знаете, вот идет трагедия, и вы получились отодвинуты, потому что ему, в общем-то, никак-то не до вас сейчас. И не про вас сейчас. У него какие-то свои думы, да плюс еще кто-то там все хитрит, мудрит, и такой обман идет. Ну просто с ума сойти можно, какой идет обман. Давайте смотреть. Ну почему ко мне ты равнодушен? Что, видите, тут трагедия идет. Девочки, тут не просто так.
тут человеку вообще ни до чего. Почему? Потому что он, знаете, он хочет орать. Он хочет орать, потому что все, вот, понимаете, мечи втыкаются в него в спину. То есть он не ожидал. Произошла какая-то трагедия, что-то произошло. И это называется выстрел в спину или ножом в спину. Вот точно так же. И он орет и от боли, и от беспомощности. Почему? Знаете, вот идет у него такая боль. Семья, родные, близкие, кто-то должен помочь. Если вы с ним семья, то какой-то ласки, что ли, он не видит. Ему надо действительно, чтобы ему... Вот у него такое идет сейчас, что кто-то, скажите мне, крикните, ну кто-то, кто как вождь меня направит туда, куда надо. Он хочет сам прокричать, а у него не хватает сил. Почему? Потому что он сам попал, видите, я же говорила вам про яму, вот она вышла. Он сам пропал в какую-то яму и выбраться не может. Оттуда он сам понимает, что вот он выбирается оттуда и уже руками там, а она еще его тянет. Человек хочет куда-то уехать, помчаться как сумасшедший, поехать, помчаться, загораживаю карту, поехать, помчаться. У него стремление к какой-то дороге. Дорогу-то он желает, туз. Сейчас запрещают показывать карты, где есть какая-то хоть человеческая кожа. Говорю так, завуалирована. А у него сейчас идет, да, вот почему он отвернулся, потому что все шипы, все камни, все мечи, все воткнулось в него. И, знаете, он сам к этому шел. Вот как будто человек шел, не сопротивлялся, видел, что в него летят эти мечи, сначала иголки, потом ножички, потом мечи. Он не сопротивлялся, а теперь просто не может вообще ничего, просто лежит и бездыханный. И единственное, понимаете, он думает, как сделать выбор. Поэтому он вспоминает там о вас, о чем-то еще. Но ему сейчас вообще ни до чего. И знаете, он на что надеется? Что я говорю? Или ему кто-то, родственники помогут, или кто-то. Он надеется на то, что ему кто-то вытащит, и опять солнце засияет, и будет так же, как было. А тогда, если так же, как было, так же, как было, никогда не бывает, прошлого невозможно вернуть никаким способом. Если будет так, как он думает, как было, то что в отношении к вам будет? Ну, тогда он опять будет манипулировать, опять своим жезлом вперед-назад, назад-вперед. Но знаете, тут что-то идет такое, что... Вот знаете, тут идет неуверенность человека. Он боится. Он всегда боится. Поэтому в этой схватке, которая у него сейчас происходит, не вы, а другая, он уже проиграл, он уже проигрывает. И что он тогда будет манипулировать, да? А знаете, вы ответите ему по-другому. Вы скажете, милок, ты не знаешь, где порог? Сейчас тебе ее покажу. И за уши туда-то отведу. Вот понимаете, он начнет показывать то же самое, а вы скажете, нет, когда мне было больно, ты отворачивался. А теперь я не хочу тебе делать больно. Зачем? Иди, ты и так уже висельник, ты и так уже висишь. Что он как бы ответит на это, на ваше, а он будет манипулировать. Ты что, дорогая, ты лучше тебя на свете нет, только ты и я. А вы скажете, а знаешь, есть справедливость. Вот давай спросим у Бога, и он ответит. Точно тут будет ответ такой примерно. И он ответит, решать вам. Но здесь у человека, что он вдруг отвернулся, потому что он трус. Это тысячекратный трус, тут прям все это показано. Он не может решить свои проблемы, а уж тем более и ваши. Вот поэтому он отворачивается. И я говорю, если даже все придет на круги своя, то начнется все то же самое. А еще у некоторых будет, что это будет, кроме манипуляций моральных, еще каких-то «я первый, я мужик», еще будет то, что деньжата будет просить.
жадноватенький. Но это не важно. И жадных любит, и злых любит, и добрых любит, и красивых, и некрасивых любит. Потом только глаза открываются. Ну и давайте посмотрим, а чем все-таки вот это вот, чем закончится? Давайте посмотрим для вас сначала. Для вас чем закончится? Вот вы переживаете, что какое-то отношение не то, что он не любит, не смотрит. Чем закончится для вас? Для вас. Для вас. Вы или ему напишите, или что-то узнаете. Для вас. А знаете, а у вас-то для вас. И не про вас. У кого-то через интернет, у кого-то еще через что-то, но через какое-то тоже сообщение, информацию. Эфир это интернет, еще что-то. Новая любовь, возлюбленный. У вас подарок судьбы. У вас идет подарок судьбы. Вы сейчас переживаете о нем, а жизнь вам преподносит подарок другой. Но это ваш выбор. Вы можете и этого выбрать. Он может опять шуры-муры и вам накручивать вермишель на уши. Вермишель трудно накручивается, но накручивается. Он будет ее в уши вбивать. Он даже не на уши, он будет в уши вбивать, чтобы вы не слышали. А теперь давайте посмотрим, а чем для него все это закончится. Ну, а для него опять новые походы, новые поездки, новая охота и ложь беспринципная. То есть человека ничего не исправило. Вот такой у нас сегодня был расклад. Пишите в комментариях, принимаю, приобретаю. Приходите в Телеграм. И благодарю вас, сейчас говорю так, за благодарностью огромной, за донаты. Все мои контакты написаны в описании. И жду на ТикТок и в Телеграм. Пишите, кому надо лично. И чистки, и расклады, и предсказания. Вивьена дает их на 105.